Я покажу вам топ-5 упражнений, которые помогут вам избавиться от шума в ушах, улучшить ваше зрение. Хроническое нарушение мозгового кровообращения, ухудшение притока и ухудшение оттока. Люди, которые страдают постоянными головными болями, у которых есть все вышеперечисленные симптомы и которые игнорируют их, принимая лишь только таблетки, чтобы устранить боль, скорее всего, вас ждет старческая деменция. Я же предлагаю убрать проблему. Друзья, всем привет! Четверг, вечер. Мы, как всегда, на канале Центра кинезитерапии «Здоровый рух». Меня зовут Максим Мамчур. Я специалист по физической реабилитации. Также я сооснователь сети центров кинезитерапии «Здоровый рух». Друзья, сегодня мы с вами поговорим на такую интересную тему. Я покажу вам топ-5 упражнений, которые помогут вам избавиться от шума в ушах, а также улучшить ваше зрение. И перед тем, как мы начнем, я предлагаю вам обязательно подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы вам первым приходили уведомления о выпусках наших видео по четвергах, в которых мы рассказываем, как лечить и восстанавливать опорно-двигательный аппарат без таблеток, без медикаментов, без мануальных терапевтов, а только с помощью правильного движения. Хроническое нарушение мозгового кровообращения, ухудшение притока и ухудшение оттока вызывает у нас боль в голове, головокружение, часто очень шум в ушах, то есть это то, что я слышу у нас на консультации. А также очень часто я слышу о том, что пациенты рассказывают, что ухудшается зрение. Поэтому в двух словах теория и приступаем к упражнениям. Две парных артерий, которые приводят кровь в голову, то есть это позвоночная, которая идет вдоль позвоночника, а также сонная, которая идет по передней части нашей шеи, и вена еремная, которая совершает отток венозной крови с головы. Таким образом происходит обмен веществ в сосудах головного мозга. Люди, которые страдают постоянными головными болями, у которых есть все вышеперечисленные симптомы и которые игнорируют их, принимая лишь только таблетки, чтобы устранить боль, скорее всего, вас ждет старческая деменция. Я же предлагаю убрать проблему. Как устранить напряжение мышечных волокон шейного отдела для того, чтобы улучшить и приток, и улучшить отток. Шум в ушах, ухудшение зрения чаще всего я встречаю у людей, у которых есть text-neck, так называемая шея читающего. То есть вот такое вот положение осанки. Что происходит в этом положении осанки? Укорачивается грудная мышца, затягивает плечи и лопатки вовнутрь. Межлопаточная зона становится слабой и лопатки отпускает вперед. Трапециевидная мышца, верхняя ее часть, надавливает на разгибатели шеи, шея падает вниз, голова падает вниз, но человек не может смотреть вниз, и ему приходится голову опрокидывать, поднимать. Выработав такое положение, мы передавливаем короткими разгибателями шеи сосуды, соответственно, ухудшаем кровообращение. Тем самым в таком положении укорачивается передняя группа мышц шеи, соответственно, раздражает еремную вену, которая создает отток. И сейчас я покажу, как устранить вот эту осанку. Друзья, если у вас есть боль в позвоночнике, боль в суставах, и вам недостаточно тех упражнений, которые я даю у нас на канале, обязательно записывайтесь к нам в центр, мы сделаем осмотр, проведем пробное тестовое занятие, пропишем программу восстановления и реабилитации и обязательно вас восстановим. Ссылочку оставляю внизу. Итак, мы разобрались, что данное нарушение осанки приводит к тем симптомам, которые я назвал, и
будем разматывать данное заболевание с конца. То есть будем растягивать прежде всего грудную мышцу, которая нам позволит раскрыть наши плечи. Упражнение номер 1. Ложусь на живот. Ставлю руку ребром примерно где-то на 10 часов. Вторая рука у меня согнута в локте. И делаю вот такой вот перекат на левую руку. 10 секунд подержал. Вернулся в исходное. 3 секунды отдых. Раз. Два. В исходное. 3. В исходное. Вы должны чувствовать, как растягивается и плечо, и грудная мышца. 4. В исходное. 5. Исходное. В острую боль не заходите по мере возможности вашей растяжки. 6. Исходное. 7. Исходное. 8. Еще 2. Раз и 2. То же самое на вторую руку. Повторяем. Раз. Исходное. 2. Исходное. 3. Исходное. 4. Исходное. 5. Исходное. 6. И 7. Растянул. И 8. И 9. И достаточно. Поднимаемся и обязательно глоток 2 воды. Друзья, обязательно не забываем пить воду. Вода разжижает кровь. Кровь быстрее доставляется в необходимые нам места, то есть в голову в данном случае. Соответственно, процесс восстановления происходит быстрее. Итак, второе упражнение. Мы включим мышцы выдоха, те мышцы, которые опускают наши плечи вниз. Первое упражнение, мы раскрыли плечи. Вторым упражнением, вот эти вот поднятые плечи нам надо опустить вниз, потому что при такой осанке они чаще всего подняты. Вниз опускают мышцы выдоха, так называемая широчайшая. Включим мы ее следующим образом. Кстати, про разжижение крови я рассказывал в предыдущем нашем видеоролике. Оставлю вам ссылку вот здесь. Упражнение номер 2. Ставлю руку в сторону, большой палец смотрит вниз. На выдохе я завел руку назад, как будто бы в карман, вернулся в исходное. В карман, почувствовал работу вот этой вот группы мышц, вернулся в исходное. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То же самое вторая рука. Раз, 2. Чувствую боковую поверхность. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Достаточно. Пьем водичку. С какой проблемой обратились в Центр здоровой руки, какими методами раньше лечились? Обратился с проблемой боли между лопаток. Как оказалось, после осмотра S-образный сколиоз. Хотя до этого занимался профессионально спортом, бальными танцами на протяжении 14 лет. Возможно, это последствия серьезного спорта, профессионального. Обратился с проблемой боли в спине, в правой ягодице и дальше болью, которая опускается вниз по ноге аж до стопы. Раньше пробовал лечиться в других реабилитационных центрах, и особого эффекта это не дало. Сколько уже занимаетесь в Центре здоровой руки, какие результаты? Пошел 3-й месяц, и вот эти вот болевые ощущения, с которыми я обращался, они еще не исчезли, но уже значительно притупились. То есть, боль стала вместо острой тупой, и я чувствую, как постепенно она уходит. Вот, скажем так. Занимаюсь с декабря 2020 года. Как при первой консультации говорили, что будут изменения видны спустя год.
Вот я жду, чтобы этот год прошел и посмотреть, какие будут результаты. А как по самочувствию? Ну, становится немножко лучше, но интересует, чтобы все-таки позвоночник выровнялся. Поэтому будем смотреть. Могли бы вы что-то посоветовать человеку, который хочет к нам прийти, здоровый рух, но не знает, подойдет к нему лечение или нет? Ну, я считаю, что в любом случае нужно пробовать, нужно приходить консультироваться, нужно заниматься своим здоровьем, потому что если ничего не делать, как бы никаких улучшений и изменений не будет. Само собой проблема никуда не уйдет. Да, я, безусловно, мог бы посоветовать пробовать. И я считаю, что это отличный вариант, поскольку вообще, что мне здесь нравится, мне нравится то, что индивидуальный подход к каждому человеку и контроль за качеством выполнения этих упражнений под надзором твоего личного реабилитолога. Это очень важно, потому что когда тебе просто говорят, что делать, но потом не смотрят, как ты это делаешь, это может привести к необратимым последствиям. У меня такое было. Вот, поэтому это значительный плюс, как я считаю. Вот, поэтому пробуйте, и счастье придет к вам. Упражнение номер 3. Этим упражнением мы будем укреплять межлопаточную зону, плюс возвращать шею с вот такого положения обратно в физиологическое. Кстати, друзья, вот в таком положении голова перенапрягает в разы шейный отдел, потому что шее приходится удерживать ее. Вот в таком положении происходит обычная физиологическая нагрузка на шею. И, собственно говоря, шея отдыхает. Ложусь на живот. Исходное положение, лежа на животе, руки согнуты в локтях. Поднимаю вверх, свожу лопатки и тем самым сразу приподнимаю голову, но не опрокидываю. Выхожу в исходное, расслабляюсь. Поднялся в исходное. 3, 4, 5. Локтями тянусь немножко вниз. 6, 7, 8, 9, 10, еще 5. Раз, 2, голову не опрокидываю. 3, 4, 5. Достаточно. Итак, друзья, что мы сделали? Раскрыли грудную клетку, укрепили мышцы выдоха, то есть те мышцы, которые должны опускать наши плечи вниз. Укрепили мышцы разгибателей шеи и межлопаточной зоны, которые должны вернуть нашу шею назад. Но при этом у нас остаются напряженные мышцы, так называемые мышцы вдоха, которые постоянно подтягивают наши плечи вверх. Мы должны их также растянуть, поэтому упражнение 4. Беру руку, завожу ее за спину, согнутую в локте, и голову наклоняю просто в другую сторону. Раз, мягенько, без резких движений, вернулся в исходное. 2, должен чувствовать растяжение по так называемой лестничной мышце в исходное. 3, в исходное. 4, без острых болевых ощущений. 5 и 6 и 7 и 8 и 9 и достаточно. На вторую сторону. 1 и 2 и 3, 4 в исходное. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достаточно. И пьем обязательно воду. Чего мы добились? Мы добились того, что голова вернулась в физиологическое исходное положение, плечи нас не опрокидывают обратно вперед, плечи также раскрыты, короткие разгибатели шеи не передавливают позвоночную артерию, приток у нас хороший. Теперь нам надо растянуть переднюю часть нашей шеи для того, чтобы был хороший отток с головы. Что мы делаем? Упражнение номер 5. Исходное положение на четвереньках. Сделал оттяжку назад и вперед вышел.
голову назад, растянул шейный переднюю часть шеи. В исходное. 2. Очень мягенько, без резких движений. И 3. Поясницу сильно не опрокидываю. И 4. Если есть боль в пояснице, здесь вам оставлю ссылку, вы можете перейти на упражнение по боли в пояснице и также параллельно заниматься своей поясницей. 6. И 7. И 8. И 9. И 10. Достаточно. Друзья, я надеюсь, данный комплекс вам максимально подошел. Я даже более чем уверен, что уже после первого вашего занятия, после первой вашей тренировки вы ощутите облегчение с шумом в ушах, и зрение сразу улучшится в тот же день, когда сделаете занятие. Друзья, у меня есть Инстаграм, страничка в Инстаграм. Вы можете меня найти, Максим Мамчур, реабилитолог, подписаться и в личное сообщение мне там писать. Также каждую среду я выхожу в прямом эфире здесь на ютубе и отвечаю на самые актуальные ваши вопросы в вечернее время. Ну, конечно же, не забудьте сейчас подписаться на канал, если вам понравилось, поставить и написать комментарий любой, что вы считаете и как вы считаете, насколько хорошо подходит вам данная гимнастика. Ну и до скорых встреч в следующий четверг.